Не спешите заносить свои контейнерные растения на зимовку в подвал. Делать это нужно вовремя. Нужно дождаться, когда они полностью перейдут в состояние покоя. Что это значит? Ну, естественно, если это листопадные растения, они должны полностью сбросить листья. В них должны полностью остановиться все процессы обмена веществ, метаболизм. И они должны накопить все необходимые вещества для нормальной зимовки. И вот происходит это как раз при первых заморозках, когда температура опускается до нуля, до -1, до -2 градусов. Вот эта температура является сигналом для наших растений, что сезон закончен. И они переходят в это самое состояние покоя. Ну, давайте для наглядности срежем какую-нибудь ветку инжира. Те, кто выращивает инжир, знают, что если срезать ветку весной, выделяется большое количество белого сока. А если срезать сейчас, после первых заморозков, ветка фактически абсолютно сухая. Сок уже не выделяется, сокодвижение остановилось. Вот это как раз тот момент, когда, в принципе, растение уже получило этот сигнал. Итак, при не очень низких температурах, ну, как я сказал, до -2 градусов, ваши контейнерные саженцы вполне себе спокойно могут стоять на улице, потихонечку засыпать, потихонечку переходить в состояние покоя. Но будьте внимательны, следите за прогнозом погоды. И если синоптики обещают ночью понижение до -5 градусов, вот это и есть та критическая температура, когда саженцы уже нужно заносить на зимовку в подвал. Почему? Дело в том, что контейнерные саженцы, их корневая система фактически не защищена, в отличие от саженцев, которые растут в открытом грунте. Там их долго в открытом грунте, очень долго подогревает тепло земли. Здесь процесс остывания происходит очень быстро. Кстати, особенно если эти контейнерные саженцы стоят на каком-то бетонном основании. Поэтому даже такая культура, как инжир, которая в принципе выдерживает до -15 градусов, но контейнерный саженец, особенно если маленький контейнер, при -5 градусах уже может пострадать. И вы фактически потеряете свой саженец. Поэтому будьте с этим очень внимательны. Под словом «заносить на зимовку в подвал» я имею в виду, это условное название, я имею в виду любое помещение, где температура положительная, но низкая. Когда-то я снимал подробное видео про зимовку контейнерных культур в подвале. Я оставлю ссылку в описании, оставлю в конце этого видео, оставлю в первом прикрепленном комментарии. Перейдите, посмотрите, если интересно. Ну, напомню буквально в 2 словах. Температурный режим от +2 градусов до +6 градусов. Это идеальный вариант. Почему? Температуры ниже +2 градусов, около нуля, уже чреваты промерзанием контейнера, ну и, соответственно, повреждением корневой системы. Температуры выше +6 градусов для некоторых растений, не для всех, но для некоторых, чреваты тем, что растение начнет просыпаться. Просыпаться и тратить вот эти накопленные вещества. Соответственно, весной, когда вы будете ждать взрыва роста от своего растения, этого взрыва не произойдет. Потому что растение будет ослаблено, потому что оно провело слишком много времени в теплом подвале. Ну и, соответственно, если мы говорим про такую культуру, как инжир, от которого мы ждем хорошего урожая, вот его такое долгое потом весной просыпание приведет к тому, что этот урожай будет запаздывать, и вы его можете, в принципе, вообще не дождаться. Влажность. Вот это очень важно. Ни в коем случае подвал не должен быть очень сырым, потому что сырые подвалы – это всегда вероятность возникновения грибковых заболеваний. Поливы. Обязательно поливайте свои контейнерные саженцы при зимовке в подвале. Не надо слишком сильно их заливать, там испарение влаги минимальное, но тем не менее оно есть. Ни в коем случае не пересушивайте вот этот самый земляной корм, потому что вы опять же повредите корневую систему своих саженцев. Ну хорошо, если с зимовкой в подвале листопадных культур вроде инжира все понятно, то как же будут зимовать в подвале вечно зеленые культуры? Вот у меня есть лавр, у меня есть мушмула японская, у меня есть олива европейская. Ведь это вечно зеленые культуры, им нужен свет. У меня когда-то были сомнения по этому поводу, уже проверил несколько раз. Все то же самое, как и для листопадных культур. Они прекрасно зимуют в подвале при полном отсутствии света, но при соблюдении самого главного правила – температурный режим от +2 градусов до +6 градусов. В них при такой температуре практически замирают все процессы жизнедеятельности, и они могут находиться в этом темном подвале, ну, возьмем по максимуму 3 месяца. 3 месяца там зимовать. Но если температура превысит вот эти +6 градусов, они начнут просыпаться. В них снова запустятся вот эти процессы обмена веществ,
но при отсутствии света они начнут слабеть. И первое, с чего они начнут, это начнут сбрасывать листья. Вот поэтому для них это очень важно. Так же, как важно для них это сырость в вашем подвале. Так как на них остаются листья, то процесс заражения всякими грибковыми заболеваниями у них гораздо выше. Поэтому подвалы обязательно нужно проветривать, если вы там собираетесь, чтобы у вас зимовали вечно зеленые культуры. Или иногда, если у вас случаются оттепели зимние, выносить контейнеры с этими культурами, ну, если это возможно, конечно, на свежий воздух, проветривать. В общем, не допускать ни в коем случае застоя влажного воздуха. Возможно, у кого-то из зрителей возникнет соблазн. А чего вот эти контейнеры таскать туда-сюда в подвал, из подвала? Не проще ли взять какой-то специальный теплоизолирующий материал и обернуть эти контейнеры и оставить их зимовать на улице? Ну, это может быть, например, синтепон, это может быть пупырчатая пленка, вот это полиэтиленовая, это может быть специальная минеральная вата для утепления, это может быть старое одеяло, в конце концов. Спасет ли это? Ну, если температура опустится ниже нуля на 1-2 часа, да, это поможет. Поможет сгладить вот этот температурный стресс. Но если температура опустится ниже нуля на несколько часов, а то и на всю ночь, то никакое одеяло, естественно, от промерзания корней не спасет. Но я всегда привожу такой пример. Возьмите термос с горячим чаем и поставьте его на мороз. Уже через несколько часов вы с удивлением обнаружите, что чай полностью остыл, а еще через несколько часов вполне возможно, что этот чай там внутри и замерзнет. Внутри термоса, который специально предназначен для утепления, для того, чтобы сохранять эту температуру. Но при морозе, при отсутствии дополнительного подогрева, естественно, все это дело быстро промерзнет. Ну а теперь моя любимая часть. Думайте сами, решайте сами. Дело в том, что у каждого из нас свой климат. У каждого из нас какие-то растения, которые нам нравятся. В конце концов, у каждого из нас свой характер и отношение вот к этим растениям. Поэтому действовать нужно по обстоятельствам. И сейчас я вам расскажу о том, как будут зимовать у меня вот эти мои контейнерные культуры. Инжир, ну и вечно зеленые растения. А зимовать они у меня будут просто на улице. Дело в том, что климат здесь мягкий, морозов сильных не бывает. Если температура опускается ниже минус 5 градусов, то буквально на 1-2 ночи. Поэтому стоят они у меня просто всю зиму на улице. Но не на бетонном основании, а на земле. Вот помните начало этого видео, я показал. Они стоят на земле. Все-таки от земли какое-то тепло к ним поступает. Но я внимательно слежу за прогнозом погоды. И вот что я вижу сейчас. Мне обещают понижение температуры ночью до минус 5 градусов, причем 2 ночи подряд. Я собрал свои контейнерные саженцы, как видите, в ящики такие. Не все, правда, ну, сколько нашел ящиков, собрал их для того, чтобы было удобно с ними. И вот сейчас, при наступлении вот этих вот критических ночей с температурой минус 5 градусов, я их просто заношу вот в это помещение. Это мастерская. Температура здесь приблизительно плюс 15 градусов. Ну, в особо холодные ночи опускается где-то до плюс 13, плюс 12. Совершенно неподходящая вроде бы температура для зимовки саженцев. Но ведь про зимовку никто и не говорит. Я использую это помещение лишь для того, чтобы в критические вот такие ночи с низкой температурой спасти свои контейнерные саженцы. Уверяю вас, за 2 ночи, за 2 дня, которые саженцы проведут в этом относительно теплом помещении, ничего с ними не произойдет. Они не успеют проснуться, не успеют включить свой обмен веществ, ну и, как я рассказывал, как-то слабеть. Нет, ничего подобного с ними не произойдет. Через 2 дня, когда мороз этот пройдет, когда температура снова на улице поднимется, ну, судя по прогнозу, я их снова вынесу и поставлю вот там на землю, на открытый воздух. И так они и дальше будут зимовать. Но опять же, буду следить за прогнозом погоды. Вот, собственно, и все. Все, что я хотел вам сегодня рассказать. Спасибо, что смотрели. Увидимся.